Всем привет, меня зовут Брынцева Татьяна и добро пожаловать на мой канал, посвященный лепке из полимерной глины. И я сегодня предлагаю вам немножко полепить и сделать вот такую цветочную трость. Для начала нам нужно определиться с теми оттенками, которые мы будем использовать для создания цветов. Я выбрала розовые и сиреневые цвета глины. Также для цветных прожилок нам понадобится белая полимерная глина. Для создания бруска с переходом цвета используем половинку ребра белой и цветной пластики. Работу начинаю с оттенка персидская сирень, номер этой пластики 417. Хорошенечко разминаю глину, делая ее мягкой и податливой. Каждый кусочек глины катаю в ровный шарик. Далее раскатываю шарик, придавая ему вот такую вытянутую форму. Полосочки делаю одинаковой длины и складываю их вместе. Делаем мы это для того, чтобы получить плавный переход цвета между оттенками. Далее используем скалку или пастомашину и прокатываем получившуюся заготовку. Снимаем заготовку с поверхности стола, складываем пополам и снова прокатываем. Так повторяем около 30 раз, чтобы у нас появился видимый переход. Вот такое полотно с переходом цвета у нас получается. И теперь мы снова складываем получившуюся заготовку пополам, но уже сгибаем ее не вдоль, а поперек. И снова прокатываем. Я немножечко расширяю свою заготовку по краям, снова прокатываю и опять складываю ее пополам. В итоге должна получиться вот такая длинная лента глины с переходом цвета. Начинаем скручивать ее в бочонок белой стороной вовнутрь. Таких заготовок я подготавливаю 3 штуки. Для дополнительных оттенков я воспользовалась глиной цветущая сакура и классической лимонной. Желтой глины я использовала в 2 раза больше. Я взяла по целому ребру белой и желтой пластики и сделала вот такой бочонок с переходом цвета. От центра потихонечку пальчиками начинаю ужимать получившийся желтый бочонок и аккуратненько вытягиваю его в ширину, делая в 2 раза длиннее. Далее делю пополам, проверяем, чтобы все бочонки были одинаковой высоты. Я начинаю каждую заготовку сжимать, придавая форму вытянутого овала. Проверяю ширину каждой заготовки, они должны быть у нас получиться одинаковыми. Можно немного усложнить рисунок и добавить дополнительные вставки. Я для этого буду использовать глину цвета спелый абрикос. Также для начала нам нужно пластику размять, чтобы подготовить ее к дальнейшей работе. Тут я также использую целое ребро от общего бруска и хорошенечко разогреваю глину в ладонях. Дальше, друзья, как видите, я сначала формирую вытянутую заготовку, а потом придаю ей форму такой длинной капельки с одной острой боковой стороной. С верхней толстой стороны лезвием делаю надрез. Раскатываю черную полимерную глину в тонкую нить, нарезаю ее на заготовки такой же длины, как все наши предыдущие заготовки, и прокладываю эту нитку в подготовленный разрез глины. Далее аккуратненько, чтобы не оставить воздух в пластике, я закрываю ее стороны. Снова надрезаю глину, только уже со второй стороны. И также добавляю туда черную нитку глины. Аккуратно все закрываю, чтобы выпустить воздух. Придерживаясь треугольной формы, растягиваю заготовку в ширину. Используя линейку, нарезаем нашу заготовку на одинаковые по длине срезы. Всего у меня их получилось 3 штучки. Вот так вот складываем срезы вместе. Придерживаясь также треугольной формы, я их ужимаю и вытягиваю на такую же длину, как наши остальные заготовки. Друзья, раскатываем глину черного цвета в тонкую длинную полосу, которая не должна превышать 1/3 высоты наших заготовок. И начинаем прокладывать каждый оттенок с переходом цвета черной пластикой. Контролируем нажим на пластику и аккуратно от центра ужимаем ее, выпуская воздух между срезами. Это очень важно на всем этапе создания трости, так как от этого будет зависеть, собьете вы рисунок или он останется у вас четким и ровным по краю. Когда вы видите, что заготовка у вас полностью крепкая, весь воздух выпущен, рисунок ровный, он по краю не сбит, приступаем к дальнейшему декору. Я прокладываю черной полимерной глиной низ нашего будущего лепестка.
И вот так аккуратненько начинаю ужимать заготовку опять же от центра, двигаясь пальцами к краю, придавая заготовке вот такую треугольную форму. Далее делим заготовку пополам, и вы видите, что вот такой рисунок у нас получается на срезе. Наш лепесток почти готов, осталось добавить по центру ему дополнительный рисунок, который мы делали с вами с черными точками, и размещаем его с верхней стороны. Да, дальше снова начинаем ужимать нашу заготовку, но теперь уже мы ее прокатываем и ужимаем, придавая круглую форму. Если вы видите, что у основания, там где у нас есть черная глина, после сжатия у вас начинает скапливаться пластика и образуется небольшая ямочка, можно проложить. Ее можно убрать, проложив еще одним кусочком черной глины. Главное, не перестарайтесь и делайте это только по необходимости. Далее аккуратненько вытягиваем глину, не очень сильно, до диаметра не более 5 сантиметров в ширину, и придаем вот такую вот круглую форму на срезе. Раскатываем глину черного цвета и раскатываем ее, друзья, в самый тонкий пласт, который позволяет ваша паста-машина, чтобы глина не рвалась, чтобы паста-машина не оставляла никаких волн на пластике. Начните это делать с самого большого деления и с каждым разом, уменьшая деление, доведите пастомашину до самой тонкой толщины. Если же вы используете скалку, раскатывайте глину также до максимально тонкого состояния, но не такого состояния, чтобы глина у вас порвалась. Далее просто растяните глину пальчиками, делая ее максимально тонкой. Независимо от того, какой диаметр рисунка у вас получится на срезе, даже если мы будем его делать тонким, полимерная глина не перемешивается между собой, и вот эти четкие контуры черного цвета, которые у нас будут отделять лепестки друг от друга, они останутся видны. Приступаем к созданию сердцевинки цветка. Я для этого буду использовать цвет солнечный желтый, он яркий, очень насыщенный оттенок. И вот так оборачиваю этой пластикой черную глину. Далее я вытягиваю ее в тонкую ниточку, нарезаю на одинаковые срезы и складываю эти срезы вместе. Снова от центра мы начинаем ужимать нашу трость и снова придаем ей треугольную форму. То есть, видите, если здесь придерживаться одинаковых действий, делать все четко и по плану, нет ничего страшного, ваши трости получатся ровными. Конечно, если у вас пластика не очень мягкая и она сама по себе не тянется за лезвием, вот тут уже можно накосячить. Снова по линейке вымеряю нашу заготовку лепестка и делаю 3 одинаковых среза. Делю пополам трость для сердцевинки и складываю эти половинки вместе, и уже на этом этапе я им придаю наоборот круглую форму. Так как это не основной рисунок, здесь можно не бояться, мы просто раскатываем пластику, удлиняя ее в размерах на поверхности стола. У нас получается сложено 3 лепестка вместе, и мы делим их пополам. И вот смотрите, теперь, когда у нас получилось 6 лепестков, мы их собираем в общий цветок. В цветке остается пустая сердцевинка, которую мы и будем как раз таки заполнять нашей подготовленной тростью желтого оттенка. Вытягиваем глину до нужного диаметра, который подойдет при соединении 2 половинок цветка вместе. И складываем их, приклеивая лепестки друг к другу так, чтобы они смотрелись ровно и краями соприкасались друг с другом. Друзья, обязательно нужно проложить белую пластику, треугольнички из белой пластики между нашими лепестками, между каждым лепестком. Если мы этого не сделаем, то на срезе трость цветка не получится похожа на цветок, она станет просто круглой. Для этого мы вытягиваем глину в тонкую-тонкую белую ниточку под размер, который у нас идет между лепестками, вот этот свободный размер между каждым лепестком. Нарезаем глину на одинаковые срезы, такой же высотой, как наша заготовка цветка. Каждому срезу придаем треугольную форму и размещаем пластику между лепестками. Благодаря этим срезам мы закрываем выступающие детали лепестков и придаем самой заготовке круглую форму. Но при этом рисунок цветка остается целым, когда мы уже будем разрезать получившуюся трость на необходимые детали.
Раскатываем полоску белой глины, у меня она не более 2 мм, и оборачиваем ей по краю полностью нашу цветочную заготовку. Лишнюю глину мы срезаем. И вот тут, друзья, я практически ничего не стала вырезать, чтобы вы видели все манипуляции, которые я провожу с тростью, чтобы она у меня получилась на срезе ровной. Каждая из заготовок, чтобы выглядела одинаковой, чтобы ничего не деформировалось, ни сердцевинка, ни сами листочки. Вот посмотрите, так же как с маленькими тростями, здесь я делаю все то же самое. Я начинаю трость ужимать от центра, очень аккуратно. Сначала я ужимаю ее пальчиками, как бы проворачивая трость в руках, чтобы держать практически одинаковый диаметр по всей заготовке. Вот так ужимаю пальчиками и потом аккуратненько начинаю от центра также пальчиками двигаться к краю. Видите, у нас получается такая необычная заготовка. К краям она у нас расширяется. Это остается, как мы называем, сорная пластика, которую мы потом срежем, которая как раз таки деформировалась. Очень аккуратно прокатываем пальчиками, и когда видим, что форма у нас готова, мы начинаем ее ужимать уже и к самому краю, придавая трости одинаковый диаметр. Дальше можно тросточку прокатать по поверхности стола, сделать ее ровнее, и уже на этом этапе мы вытягиваем получившуюся трость до необходимого диаметра. Диаметр моей трости 1 см. То, что я буду делать со своей тростью, я обязательно покажу в следующих мастер-классах, когда сделаю еще несколько вариантов и уже соберу готовые украшения вместе с вами. Друзья, я надеюсь, что это видео было для вас полезным. Я всегда прислушиваюсь к вашим комментариям и вашим просьбам. Если у вас есть еще какие-то пожелания по поводу мастер-классов, которых вы хотите увидеть на моем канале, пожалуйста, обязательно пишите об этом. Или если также у вас остались какие-то вопросы, задавайте, не стесняйтесь, я всегда на связи и всегда рада общению. И, друзья, я надеюсь, что это видео было для вас полезным. Пожалуйста, если вы еще не подписаны, подписывайтесь на мой канал. Друзья, те, кто уже подписан, пожалуйста, проверьте колокольчик, потому что от него зависит, приходит вам уведомление о новых мастер-классах или нет. Всем хорошего дня и до новых встреч на моем канале.